Несколько дней назад я выложил первый ролик из Читы. А если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите. В Чите сегодня настоящая экологическая катастрофа. Люди живут в буквальном смысле среди нечистот, мусора и крыс. Я объехал всю страну, и нигде ничего подобного я не видел. И эта ситуация кажется мне просто дикой. Я считаю, что в России люди жить так не должны. И некоторые читинцы, я читал комментарии, спасибо вам всем, кто комментировал, они недоумевают. А какое мне вообще до этого дело? Чего это я со своим уставом куда-то приехал, в какую-то Читу? Почему я вообще что-то критикую? Да кто я такой? А дело очень простое. Я живу в России. Это моя родина. В России живет моя семья. В России учатся мои дети. И я никуда не планирую из России уезжать. И я не могу смириться с тем, что в моей стране есть такие места, как сегодняшняя Чита. Это ненормально, и я буду делать все, чтобы таких мест у нас не было. К сожалению, я не могу убрать весь мусор в Чите, но я могу привлечь внимание к этой проблеме. Я могу вытащить на свет всех тех, кто допустил эту ситуацию в городе, и заставить их выполнять свои прямые обязанности. И здесь я бы в очередной раз хотел сделать небольшое отступление и рассказать вам о таком бесполезном и вредном существе, как крепкий хозяйственник. Они есть в каждом городе. Слышите? Вот он уже появился на горизонте, и кто-то мне уже кричит: куда ты лезешь? Ты кто такой вообще? Вот же уважаемый человек, посмотрите на его башмаки, они стоптаны, ведь он прошел тяжелый путь от простого рабочего до крупного руководителя. Посмотрите на его руки, они все в мозолях, это руки крепкого хозяйственника. У крепкого хозяйственника идеальная биография. Они как поросята или куры на ферме, один другого краше. В идеале он должен родиться в небольшом селе. Уже в школе он понимает, как устроена система. Он быстро становится старостой класса. Поняв, что система поощряет доносы, он стучит на своих одноклассников. Как акула чувствует кровь за многие километры, такие люди чувствуют, что в какой момент нужно сделать, чтобы быть полезным. И это очень важный момент в жизни человека, когда он решает быть полезным начальнику. Он как вагончик становится на рельсы, которые несут его на вершину пищевой цепочки. Далее переезд в крупный город, работа, желательно на заводе. Опыт, полученный в школе, помогает очень быстро от простого рабочего дослужиться до начальника цеха. Октябренок, пионер, вступил в партию, вышел из партии в 90-м, вступил в другую партию. Человек собирает регалии, ученые степени, грамоты, медали за заслуги перед Родиной. Человек все еще выполняет свою главную роль. Он полезен. Очень скоро человека замечают, вылавливают с очком и кидают в загон с депутатами. В региональном парламенте уже можно готовить крепкого хозяйственника к серьезным должностям. Там сразу становится понятно, кто есть кто. Насколько человек лоялен. Насколько он понимающе относится к просьбам товарища по партии. Насколько с ним можно договориться. Если человек правильный, то рано или поздно он занимает должность главы города, губернатора, министра, главы района. Посмотрите любую биографию. Они же все как из инкубатора. Исключения, конечно, есть, но это крайне редкие исключения. Классический крепкий хозяйственник проходит весь путь, не перешагивая через ступени. Это отрицательный отбор. Наверх обычно идут не самые компетентные, талантливые, порядочные, а бесхребетные приспособленцы, которые могут быть хорошей глиной для возведения вертикали власти. По логике вещей, наверх должны пробиваться яркие, хорошо образованные лидеры. Но что мы видим? Один крепкий хозяйственник ничем не отличается от другого. Мы давно перестали интересоваться именами депутатов, министров. Они совершенно из себя ничего не представляют. Это просто серая слизь с одинаковой биографией. Староста в школе, простой рабочий, начальник цеха, депутат, кандидат, заместитель главы, глава, министр, председатель. Они как под копирку все. И именно эта серая слизь сегодня обеспечивает пресловутую стабильность. Именно она и есть то болото, в котором невозможно ничего сделать. И у этого болота нет дна. Ведь образ крепкого хозяйственника сакральный для избирателя. Ну вот кто, по-вашему, может управлять городом? Или областью, или районом? Если человек не состоял в комсомоле, если он не работал на заводе, если он не врос корнями в родную землю, не стоптал башмаки на карьерной лестнице, разве можно его допустить к такой ответственной должности?
Вера в крепкого хозяйственника священна. И нет в мире ничего, чтобы пошатнуло у народу эту веру. Город может лежать в руинах, словно в нем были военные действия. В городе из-за издяйства властей, коррупции и халатности могут погибать десятки детей. Люди могут гробить свои жизни и здоровье на заводах, а условия жизни у них могут быть как в беднейших африканских странах. Но в нужный момент рука избирателя не дрогнет. Совершенно непонятно, что с этим делать. Когда человек впервые с этим сталкивается, со всем этим пи***том, когда он видит, как работает система, он приходит в ужас. Хочется кричать, хочется что-то делать, призывать на помощь, жаловаться. Но серая слизь невосприимчива к вашему гневу. Это все равно, что бить палкой по болоту. Несколько дней назад я ударил палкой по Читинскому болоту. И вот вчера из этого болота раздалось бульканье. Последовала реакция крепкого хозяйственника. Здесь я сразу хочу сказать, что за язык его никто не тянул. Я знать не знал этого человека и знать не хотел. Но он ответил, так сказать, отреагировал на критику. Да, вы же часто спрашиваете: Илья, а как-то власти реагируют на критику? Реагируют они на критику. Итак, встречайте, глава железнодорожного района Юрий Коноплев. Это чиновник, который ответственен за состояние города. А именно по его району, железнодорожный район это такая четверть Читы и один из таких самых депрессивных и худших районов Читы. Именно по этому району я в основном ходил и снимал весь тот ужас и пи***ц, который вам показывал. И как вы думаете, как он отреагировал? Может быть, он решил там убраться, или может быть он как-то ай-яй-яй-яй-яй-яй, а кто это сделал? Да, сейчас мы все наберем, сейчас мы наведем порядок. Может быть, он созвал оперативное совещание, может быть, он начал принимать какие-то меры. Нет, друзья. Он призвал посадить меня из-за мата в видео. Еще раз, он призвал посадить меня из-за мата в видео. Именно так глава района, который утопает в мусоре, прокомментировал мой ролик. То, что он снимает, надо, наверное, посадить его за матершинщину, которую он выдает малолеткам и прочему народу, сказал наш крепкий хозяйственник. Для справочки, мой ролик посмотрел за несколько дней 500 000 человек. Это в 2 раза больше, чем население Читы, которое может смотреть ролики. Этот ролик посмотрели, скорее всего, вы. Вы поняли, да, что в глазах чиновника, который ответственен за весь этот п***ц, вы малолетки и прочий народ. Годами люди живут на свалках. Годами из дворов не вывозится мусор и отходы. Все это гниет, разлагается. Человек, который в том числе ответственен за эту экологическую катастрофу в городе, он призывает посадить меня за мат. Это классический инкубаторский крепкий хозяйственник. Давайте посмотрим на его биографию. Биография там не абы какая, это биография с сайта администрации Читы. Итак, наш герой родился 24 июня 1957 года в селе Укурей Чернышевского района Читинской области. Трудовую деятельность наш герой Юрий Александрович начал в 1979 году на Забайкальской железной дороге. В 1986 году он уже был председателем профсоюзного комитета Читинского райпрофсожа. Я даже не знаю, что такое райпрофсож, но уже на этом месте его можно было никуда не пускать. Все мы знаем, да, кто у нас был профсоюзными деятелями в Советском Союзе. В 1987 году он оканчивает Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1988 по 1989 годы он работал инструктором организационного отдела железнодорожного райкома КПСС города Читы. С 1989 по 1992 годы он был заместителем председателя железнодорожного райисполкома. Карьера шла все, ни одну ступенечку он не переступал. С 1992 по 1995 годы он являлся главой администрации железнодорожного района. Еще раз, это очень важно, потому что человек с начала 90-х занимается этим районом. Это не то, что он пришел так вот год назад и такой: ой, да меня все развалили. Сначала с 92 года. Потом у него карьера развивалась дальше. С 95 по 96 годы он был уже главой администрации Центрального района. С 96 по 98 годы он работал заместителем генерального директора энергосбыта Чита-Энерго. С 98 по 2000 годы он был заместителем мэра города. С 2000 по 2006 годы он был уже заместителем мэра города по социальной политике.
В 2006-2008 годах он являлся председателем комитета по физической культуре и спорта Читинской области. До 2012 года министром физической культуры и спорта Забайкальского края. Ну и, собственно, в 2016 году он был назначен на должность главы администрации железнодорожного административного района города Читы. Конечно же, не обошлось без регалий. Какой же крепкий хозяйственник без регалий? Ну и, собственно, наш герой был награжден медалью МВД России. 200 лет МВД России. Был награжден медалью за заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. В 2007 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края». Прямо как песня, да? «Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края». И вот ему мат. Мат видео ему не понравился. То, что люди живут в помоях, ему нравится, а мат ему не нравится. Типичный, эталонный, крепкий хозяйственник, который с 90-х годов врос с жопы в свое кресло. В том числе и он довел город до такого состояния. На официальном сайте администрации Читы, к сожалению, не все указано. Потому что наш герой, он не просто заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края, он еще и уголовник. 5 апреля 2012 года Центральный районный суд города Читы вынес приговор Юрию Коноплеву. Он был признан виновным в совершении 5 преступлений, в том числе такие как халатность, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, 2 эпизода подстрекательства к злоупотреблению должностными полномочиями. Тогда ему назначили штраф и лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет. Но поскольку наш крепкий хозяйственник был на хорошем счету, приговор ему немного был смягчен, и наш герой вернулся на работу, как ни в чем не бывало. В 2015 году, кстати, что интересно, да, в 2015 году в читинских СМИ появилась информация о задержании при получении взятки сына Юрия Коноплева Константина. Он был руководителем по выделенным проектам строительно-монтажного трест номер 15, это филиал ООО «РЖД Строй». И как сообщал ресурс Забмедиа, преступление было вскрыто и пресечено сотрудниками ФСБ. Отрицательный отбор позволил на ключевые должности прийти людям, которым в нормальной системе не доверили бы даже улицу мести. Они разбазаривают бюджетные деньги, они совершенно неэффективны, все, к чему они прикасаются, превращается в говно. Именно эти люди, крепкие хозяйственники, виноваты в том, что при всем богатстве на ресурсы и таланты в России по непонятным причинам очень сложно что-то сделать. Итак, что же со всем этим делать? Я хочу напомнить господину Коноплеву, который хочет меня посадить за мат, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, это политика нашего государства, которая задекларирована в Конституции, статья 7. В ней же указано, что никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению. Это статья 21 Конституции. А сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность. Статья 41. Более того, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Статья 42. По моему мнению, полиции и прокуратуре необходимо проверить, кто ответственен за сложившуюся в городе ситуацию и нет ли в действиях этих лиц признаков уголовных преступлений. Например, присвоение или растраты, статья 160 Уголовного кодекса, мошенничество, статья 159 Уголовного кодекса или халатности, статья 293. Да, и вполне возможно, кого-то подобные условия могли довести до попытки суицида путем систематического унижения его человеческого достоинства, за что тоже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 110 Уголовного кодекса. Я уже не говорю о том, что необеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения – это административное правонарушение, статья 6.3 КоАП, как и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе и ином обращении с отходами производства и потребления, статья 8.2 КоАП. Я считаю, что то, что происходит в Чите, это преступление против жителей. В очередной раз, друзья, я прошу вас распространить этот ролик. Чем больше людей его увидят, тем быстрее крепкие хозяйственники наведут порядок. Как некоторые животные, обитающие на свалках Читы, они очень боятся огласки и внимания.
Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.